Друзья, всем привет! В этом видео я постараюсь, так сказать, научно-популярным языком ответить на такой вопрос, может ли молитва и медитативные практики помочь избавиться от тревожных расстройств, синдрома хронической усталости, напряженности и даже бессонницы и плохого пищеварения. Не так давно по совету одного художника-академиста для того, чтобы, так сказать, более выразительно рисовать, он говорит, что нужно чувствовать все живые организмы на Земле. И тогда ты их более, чутко чувствуешь и более чутко можешь передать их в искусстве. И по его совету я начал смотреть курс лекций «Биология поведения человека». Этот курс профессор биологии Роберт Сапольский читал в Стэнфорде в свое время. Ознакомиться с данными лекциями можно по ссылке внизу. Для кого я рекомендую? Для всех тех, чья специальность связана с биологией, с психологией и с медициной. При прослушивании одной из лекций мне вдруг пришло глубокое осознание мудрости и значимости молитвы и медитации. Лекция была, в принципе, про автономность нервной системы. Также там рассказывалось в целом о работе нервной системы всех позвоночных. Из чего же состоит наша нервная система? Нервная система делится на центральную, это головной и спинной мозг, и периферическую. Это все отделы, так сказать, нервные окончания все, которые выходят за пределы головного и спинного мозга, то есть все, что на периферии. Периферическая нервная система, в свою очередь, делится на еще две, на соматическую и вегетативную нервную системы. Соматическая нервная система – это отдел периферической нервной системы, который занимается доставкой моторной, двигательной или сенсорной, чувствительной информации до центральной нервной системы и обратно. Эта система, в общем, состоит из нервов, прикрепленных к коже, ко всем органам чувств и ко всем мышцам скелета. Вегетативная нервная система – это часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов, желез наружной и внутренней секреции, лимфатических и кровеносных сосудов. И также она играет ведущую роль в поддержании внутренней среды организма, а также в приспособительных реакциях всех позвоночных. Теперь давайте простым языком немного. Вот мы будем говорить о вегетативной нервной системе. Она делится еще на две системы. Это как два рычага у нас будет. То есть один это соматический рычаг, второй парасимпатический рычаг. При активации соматического, так сказать, рычага включается в организме бей-беги. То есть это такой режим работы вегетативной нервной системы, который включается, когда организму нужно спасаться или атаковать. Мобилизация всех сил организма, в общем, происходит при симпатической активации. А парасимпатическая активация включается тогда, когда мы расслаблены. Она отвечает за отдых, восстановление, рост. А работают они примерно так, как газ и тормоз в автомобиле. Они всегда рядом, но по сути действия противодействуют друг другу. Единственное поле, где они работают сообща, это мужская репродуктивная система. Для того, чтобы наступила эрекция, нам нужен покой и, соответственно, парасимпатическая активация. А для наступления экуляции нам нужно плавно перейти, так сказать, в симпатическую активацию, да, чтобы наступила экуляция. Кстати, здесь надо сказать, что до 60% проблем с потенцией преждевременной эякуляции – это проблема вот как раз в работе этих систем. Это другая тема и для отдельного видео. К чему я все это рассказываю? На самом деле, если понимать вот работу этих двух систем, в частности, нам надо понимать, как работает вегетативная нервная система. Ее понимание просто архиважно. Понимая принципы вот эти вот симпатической и парасимпатической активации, что они за собой несут, какие органы как начинают работать при той или иной работе, можно просто самому решить такие проблемы, как хроническая усталость, панические атаки, депрессии. Из депрессии можно выбраться просто самому, просто понимая эти механизмы. То есть в современном мире нас окружает множество стресс-факторов. Проблемы на учебе, проблемы на работе, проблемы в личной жизни, проблемы в семье. Для творческих людей какая-то творческая реализация – это тоже большая проблема, и некоторые в депрессию сваливаются только от этого. Плюс нестабильность мира, да, какие-то экономические непонятные ситуации. Сейчас еще это военный конфликт, никто не знает, что будет завтра. Не уверены в завтрашнем дне, так или иначе все это на нас давит. И, может быть, даже неосознанно, но провоцирует активацию симпатической нервной системы. И в зависимости, так сказать, от толстокожести, от нашей психоэмоциональной стабильности, для кого-то, кто духовно крепок, те, конечно,
дольше держатся. Но так или иначе, если стресс-фактора этого будет очень много, да, давить на человека, еще и длительное время, то вот эта вот симпатическая активность становится доминирующей и становится губительной для человеческого организма. В то время как парасимпатическая система просто не может включиться. То есть она настолько подавляется, что мы просто уже не можем отдыхать. Мы даже во сне не отдыхаем, не регенерируемся. И этим как раз и обуславливается, да, хроническая усталость. Просто человек не понимает, почему он постоянно устал, почему он постоянно разбит. И давайте я вам приведу примеры жизни. Мы возьмем такого вымышленного человека, да, какого-то. Он уже год находится в стрессах, у него проблемы, допустим, на работе, в семье не все гладко, да, и дети там сорванцы постоянно там что-то косячат. Он находится год в стрессе уже, да, в хроническом, и жена у него еще мегера, истерва какая-нибудь. И вот этот человек такой, например, вышел на работу, у него было какое-нибудь совещание, там он получил, допустим, тумаков, так сказать, словесных каких-то, и он идет обедать, а в рот кусок еды не лезет. У него ни слюноотделения, ничего нет. Мы можем его поздравить, у него сейчас работает симпатическая нервная система. Сейчас у него замедлена работа печени, поджелудочной железы, замедленная работа почек, у него сейчас расширены легкие, замедленное слюноотделение. И, как вы уже догадались, это не лучшее состояние для приема пищи. И понимая уже вот это, мы можем сделать какой вывод? Что помолиться перед едой или провести какую-нибудь расслабляющую медитативную практику уже не будет пустой тратой времени. Если добавить к коктейлю вот этого нашего вымышленного гражданина, которым, наверное, 70% населения является, допустим, добавить к этому коктейлю ему болезненный разрыв отношений, утрату близкого или, например, какое-то насилие, которое совершено к нему. Здесь уже практически со стопроцентной вероятностью такой человек свалится в депрессию. В дальнейшем прокручивание в голове, так сказать, негативных воспоминаний только будет усугублять его положение и ухудшать ситуацию, потому что депрессия и парасимпатическая активация друг друга, депрессия и симпатическая активация друг друга поддерживают. Депрессии в течение жизни страдают до 15% всех людей, и этот процент неуклонно растет. Теперь давайте немного вспомним рекламу. Не тормози, конфету сни, или выпей энергетик. Да, если устал, зарядись либо быстрыми углеводами, либо выпей энергетик. И не переваривается пища, пожалуйста, выпей таблетку, стимулирующую работу поджелудочной железы. Если тебя мучают тревожные расстройства, пожалуйста, таблетка, либо какие-нибудь, хорошо, если это будет просто травяная таблетка какая-то, там, валерьянка или еще что-то, а то дадут таблетку, которая угнетает центральную нервную систему. Если у тебя тахикардия, пожалуйста, бета-блокаторы. Если у тебя не спишь ты, пожалуйста, препарат мелатонина. Это все блага цивилизации, казалось бы. И, в принципе, да, они имеют место быть, ими можно пользоваться, но только в качестве разовых, так сказать, экстренных мер. В длительной же перспективе это только расшатывание нервной системы и организма. Хочется также сказать про алкоголь. Алкоголь – это мощный релаксант и антидепрессант. Наверное, поэтому так много народу скатываются в алкоголизм. В принципе, употребление алкоголя тоже имеет место быть, если выпить за ужином там бокал вина, и он, бокал, в смысле, не куплен в аквариумном магазине, и человек может остановиться после 50-100 мл вина, то это скорее полезно. То есть, если, например, выделение там, серной кислоты в организме менее вредно, чем количество стресса, да, которое это вино заберет, то, пожалуйста, можно выпить вина. Это будет полезно. А так, в целом, конечно, я считаю, что алкоголизм – это не путь к жизни, а всего лишь зависимость, которая толкает в противоположном направлении. Мне нравится, как в Библии сказано про вино. Я зачитаю. В притчах Соломона говорится следующее. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании». И также сказано, что вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. Итак, я вас напугал, наговорил всего. И что же делать человеку, да, который находится в симпатической активации или в депрессии? Для начала, конечно же, нам нужна парасимпатическая активация. Ведь когда активна эта система, у организма есть время, так сказать, позаботиться об иммунитете. В это время вырабатываются лейкоциты, в то время как при симпатической активации
гораздо легче заболеть. Мы с помощью мыслей наших буквально можем управлять работой всех наших внутренних органов. Таким образом, подумав, например, о каком-то предстоящем стрессе, об экзамене, о каком-то собеседовании или нервном разговоре, мы, так сказать, активируем симпатическую нервную систему. Мы начинаем напрягаться, потеть, нервничать. В то время как, если мы подумаем, например, о море, о человеке, который нам нравится, или о месте, где нам хорошо и спокойно, мы тем самым активируем парасимпатическую нервную систему. И мы, например, таким образом, да, такими мыслями можем уже без таблеток понизить давление. Этот процесс называется биорегуляцией, который можно и нужно развивать. Сознательная мысль, да, мысль о чем-то хорошем, способна активировать парасимпатическую нервную систему и затормозить работу симпатической нервной системы. При регулярных практиках в мозге потенцируется путь, нейронный путь, который уже помогает быстро расслабиться. Друзья, уже сел монтировать ролик и понял, что осталась какая-то недосказанность. И решил, в общем, дополнить. Итак, на нас действуют лишь приятные воспоминания. Какого же эффекта можно достичь медитациями и духовными практиками? Что происходит в теле при глубокой искренней молитве? Особенно, если это подкрепить здоровым правильным питанием и физическими упражнениями. Мы уже с вами выяснили, что регулярные духовные практики равно парасимпатической активности и заторможению симпатической. А значит равно регенерации, восстановлению и накоплению энергии. Для тех, кто пока далек от духовных вещей, но уже чувствует на себе негативное влияние симпатической активности, следует начать хотя бы с практик осознанного покоя, а потом уже перейти на какие-нибудь медитативные упражнения. Здесь важна стабильность для того, чтобы накопить запас прочности. В жизни мне довелось познакомиться с различными духовными, медитативными, дыхательными и гимнастическими упражнениями, которыми я с удовольствием поделюсь с вами в этом плейлисте. Однако молитву я считаю наиболее эффективной. Но молитву не такую, как заученное проговаривание какого-то библейского или молитвенного текста, а искреннюю глубокую молитву. Молитву прославления, молитву покаяния, молитву благодарности. Молитву общения, ибо Бог есть любовь. Именно в такой молитве возможна выработка таких веществ и гормонов, как окситоцин и эндорфин, которые физиологически помогают выйти из стресса и обладают способностью уменьшать боль и делать нас счастливее. Именно молитва способна освободить нас от отравляющего чувства обиды, вины и состояния отчаяния. Достаточно трудно расслабиться, занимаясь медитацией и получать от нее какой-то эффект, пока мы считаем, что мир гнилой и несправедливый. Мудрость, преодолевшая тысячелетия и совершенно бесплатно переданная нам с помощью древних писаний, способна конкурировать, а лучше дополнять современные достижения науки и медицины. Друзья, кому интересна эта тема, подписывайтесь. Может быть, кто-то в комментариях расскажет о каком-то недуге, с которым помогла справиться та или иная духовная практика. Ведь очень часто проблемы со здоровьем объясняются психосоматикой. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой в это сумасшедшее время. У меня пока на этом все. Спасибо за внимание. Пока.